Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую плюшевую жабку. И для нее я буду использовать пряжу Dolphin Baby. Вы можете использовать любую другую пряжу. Схема вязания всегда будет одинаковой, поэтому пряжу здесь подбирайте, какая вам нравится. У меня вот такая. Также у меня плюшевая пряжа чуть-чуть белого цвета. Глазки я буду вязать, поэтому мне понадобится еще немного черной нити. Если вы не хотите покупать вот такие пластиковые глазки, то их можно будет связать. Из крючков нам понадобится крючок номер 5, то есть 5 мм для плюшевой пряжи, и крючок 2 мм для черной пряжи. Также для того, чтобы сшить все детали, нам понадобится иголка с большим ушком. У меня вот такая пластиковая. Ее можно купить в любом творческом магазине. И понадобится маркер для вязания, но вы можете заменить его на нить контрастного цвета. Также нам потребуется наполнитель. Не такое количество, конечно, побольше. Это может быть синтепон, Hello Fiber, любой наполнитель, который найдете. Приступаем к вязанию, и сначала нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого мы берем нить и располагаем ее вот таким образом. Теперь берем и закручиваем. У нас должно получиться вот такое перекрестие. Придерживаем нити, далее заводим крючок в получившееся кольцо и вытягиваю рабочую нить. Все, теперь пальцы можно вытащить. Далее нам нужно набрать одну петлю. Для этого я завожу крючок за рабочую нить и вытягиваю. Теперь вот здесь у нас внутри осталась ниточка. Мы ее вытягиваем. Приступаем к вязанию первого ряда. Его мы вяжем не слишком туго, иначе мы потом вот это кольцо не затянем. Всю игрушку мы будем вязать столбиками без накида. Они вяжутся вот таким образом. Для этого сейчас заводим крючок внутрь круга, вытягиваем рабочую нить. На крючке у нас должно получиться 2 петли. Далее подхватываем рабочую нить и проходимся через 2 петли на крючке. Связали первый столбик. Далее опять заводим крючок внутрь круга, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли, и мы их провязываем рабочей нитью от клубка. Таким образом нам нужно повторить 6 раз. 2 мы уже сделали, теперь провязываем третий столбик. Далее четвертый столбик без накида. Еще раз повторюсь, мы не сильно затягиваем, чтобы затянуть кольцо. Пятый и заключительный 6. Вытягиваю пока рабочую нить. Теперь берем маркер, вы можете воспользоваться просто ниточкой, и ставлю на первый столбик. Как мы определяем наши столбики? Столбик — это вот такая вот косичка. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6. Они хорошо видны. И я ставлю на первый маркер. Теперь нам нужно кольцо затянуть. Первый ряд мы завершили, и теперь приступаем ко второму. Будем вязать по получившимся столбикам. Во втором ряду нам нужно провязать 6 прибавок, после чего у нас количество петель увеличится вдвое. Прибавка — это когда мы в одно отверстие провязываем 2 столбика. То есть, смотрите, заводим крючок за первый столбик. Маркер пока вытащу. Я знаю, что у меня столбик вот здесь находится.
Завожу крючок за обе стенки. Вот так это выглядит на крючке. Вытягиваю рабочую нить. На крючке 2 петли, и мы их провязываем. Первый столбик. Далее сюда же, в это же отверстие, провязываем второй столбик. То есть вот, здесь у нас есть один столбик, мы заводим крючок и еще один провязываем. Где у нас был первый столбик, я поставлю маркер. Мы будем знать, что здесь у нас окончание ряда. Первую прибавку мы с вами провязали. Далее находим следующий столбик, вот он у нас. Заводим крючок за обе стенки, вытягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли, мы их провязываем. Сюда же, в это же отверстие, заводим крючок еще раз. И провязываем еще один столбик. Уже провязали 2 прибавки. Следующий столбик. И опять же провязываем прибавку. Первый. Второй. И приступаю к последней прибавке. Первый столбик и второй. Чтобы вам не спутаться, вы можете в каждом ряду пересчитывать количество столбиков. Должно получиться 12. Приступаем к третьему ряду, пока маркер снимаю, сюда буду провязывать. Теперь мы будем вязать последовательности. Мы будем провязывать просто столбики и прибавки. В третьем ряду нам нужно будет провязать просто столбик без накида, далее прибавка из 2 столбиков, потом опять просто столбик, прибавка. И так до конца ряда. Заводим крючок за первый столбик и провязываем 1 столбик без накида. Ставлю маркер. За следующий столбик нам нужно провязать прибавку, то есть этот мы уже оставляем, туда мы крючок заново не заводим. Заводим крючок в следующий столбик и провязываем прибавку. Первый столбик, второй. Далее опять просто 1 столбик. В следующий провязываю прибавку. Первый, второй. Далее опять просто столбик, после чего прибавка. Первый, второй. Мы уже провязали 3 такие последовательности, остается опять же 3. Маркер я снимаю пока. Приступаем к 4-му ряду. Здесь нам нужно будет провязать просто 2 столбика, далее прибавка. Также последовательность повторить 6 раз. Я вам покажу 1 раз, а остальные 5 последовательностей вы повторяете до конца ряда самостоятельно. Провязываем первый столбик, ставлю сюда маркер. Далее в следующий столбик опять же провязываем только 1 столбик. После чего прибавка. Первый столбик и сюда же второй столбик. Так повторите еще 5 раз. Вязание 4-го ряда завершили и приступаем к 5-му. Здесь нам нужно будет сейчас провязывать 3 столбика, далее прибавка. Приступаем к первой последовательности. Первый столбик, на него ставлю маркер. Далее второй столбик. Третий столбик без накида и провязываем прибавку вот сюда, где у нас 4-й столбик. Первый, сюда же провязываю второй. Такую последовательность опять повторяем до конца ряда. 5-й ряд провязали, приступаем к 6-му. Здесь нам нужно провязать 4 столбика, далее прибавка. Первый, второй, третий, 4-й столбик и прибавка. Первый, второй. Так повторяем опять же до конца ряда. 6-й ряд завершен и приступаем к заключительному ряду с прибавками. Здесь мы провязываем 5 столбиков и прибавка. Первый, второй,
3, 4, 5 и далее прибавка из 2 столбиков без накида. Повторяем последовательность еще 5 раз. 7 ряд завершен. Здесь у нас получается 42 столбика. И теперь мы будем провязывать 6 рядов по 42 столбика. То есть мы уже прибавление делать не будем, а будем лишь провязывать просто столбики, которые у нас уже есть. Поэтому теперь вяжем 6 рядов по 42 столбика. То есть здесь еще проще, никаких прибавлений делать не нужно. Провязала 6 рядов, и вот так у нас должно уже получаться. Вот эта нить находится на изнаночной стороне, мы ее не обрезаем, она у нас так и останется. Лицевая сторона выглядит вот таким образом. А вот так выглядит изнаночная сторона. Это я говорю для новичков, чтобы вы понимали, где у вас находится лицевая сторона, где изнаночная. И теперь нам нужно наоборот этот круг сузить. Поэтому мы сейчас приступаем к рядам с убавками. Первый убавочный ряд будет провязываться таким образом. Мы также будем делать последовательности, но здесь у нас будет вместо прибавок убавки. Теперь мы провязываем 5 столбиков, то есть начинаем первую последовательность. Первый столбик, ставлю маркер. Далее провязываем просто второй столбик, третий, четвертый, пятый. Теперь вяжем убавку. Для этого мы заводим крючок за первый столбик, который мы видим, вытягиваем нить, но пока их не провязываем. Далее заводим крючок за следующий столбик, также вытягиваем нить, и на крючке у нас должно получиться 3 петли. Мы их за один прием провязываем. Таким образом сделали первую убавку, после чего опять вяжем 5 столбиков и убавка. Находим первый столбик и начинаем провязывать первый, второй, третий, четвертый, пятый и опять делаем убавку. Находим первый столбик, вытягиваем нить, второй столбик, вытягиваем нить, на крючке 3 петли и мы их провязываем. Дальше самостоятельно провязываем еще 4 такие последовательности. Завершили первый убавочный ряд и приступаем ко второму. Здесь мы будем провязывать 4 столбика и убавку. Первый столбик, второй, третий, четвертый и провязываем убавку точно так же, как мы вязали в предыдущем ряду. И повторяем такую последовательность опять же до конца ряда. Завершили, и теперь приступаем к следующему ряду. Здесь провязываем 3 столбика и убавку. Первый столбик без накида, второй, третий и приступаем к убавке. Повторяем до конца ряда. И я думаю, логика вязания уже понятна. Приступаем к следующему ряду. Вяжем 2 столбика и убавку. На этом моменте мы уже постепенно начинаем набивать нашу игрушку, так как дальше вот это кольцо будет все более сужаться. Повторяю последовательность: 2 столбика, убавка до конца ряда. Завершили этот ряд, и я уже начинаю набивать потихоньку игрушку. Я набиваю обычно плотно, но сейчас пока добавляю чуть-чуть, чтобы потом было проще набивать. Далее вяжем следующий ряд. Здесь нам нужно провязать 1 столбик и убавку. Первый столбик, далее убавка. Продолжаем до конца ряда. Также по мере вязания этого ряда можно будет набивать. Полностью набили уже деталь и приступаем к заключительному ряду с убавками. Здесь мы по всему ряду провязываем убавки, то есть всего у нас должно быть их 6 штук.
Приступаем к вязанию зеленой части глаза. Для этого делаем кольцо амигуруми. И так же, как мы делали в основной детали, начинаем провязывать 6 столбиков без накида в кольцо. Провязали, затягиваем. Далее, так же, как в основной детали, во втором ряду провязываем все прибавки. Первый, сюда же второй. И так по всему кругу. 6 прибавок. Третий ряд будет отличаться. Здесь мы будем провязывать 3 столбика без накида и прибавку. Первый, второй, третий. И где четвертый столбик, сюда мы провязываем прибавку. Первый столбик и второй. Таких последовательностей в этом ряду будет 3. Первый мы уже провязали. Всего у нас получилось 15 столбиков, и в заключительном ряду провязываем 15 столбиков без накида. Первый провязали, второй, третий. Провязали 15 столбиков, и вот сюда в первый столбик ряда заводим крючок и вытягиваем рабочую нить. Таким образом у нас получается соединительный столбик. Далее вытягиваем нить, оставляя кончик для пришивания. Всего таких деталей получится 2 штуки. Приступаем к лапам. Опять же делаем кольцо амигуруми и провязываем 6 столбиков без накида в кольцо. Провязала и кольцо затянула. Далее во втором ряду нам нужно провязать 6 столбиков без накида. То есть мы в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по одному столбику. Первый. При этом деталь у нас будет закручиваться вот так внутрь, а нам нужно ее разворачивать. То есть вот это у нас лицевая сторона, а там, где нить, это изнаночная. Первый провязала, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И в конце опять делаю соединительный столбик в первый столбик предыдущего ряда. Вытягиваю, оставляя кончик для пришивания. Нить от начала вязания мы прячем в самой лапе, и таким образом мы ее наполняем. То есть наполнитель нам здесь уже не понадобится. Таких деталей должно получиться 4. Далее я хочу показать, как связать вот такой глаз. Для этого берем пряжу, у меня она тонкая, беру крючок 2 мм, делаю кольцо амигуруми и также в круг провязываю 6 столбиков без накида. Далее уровень круга нам можно будет регулировать, но для новичков будет неудобно, что пряжа черная и на ней плохо видно сами столбики. Находим первый столбик и так же, как мы делали в самих глазах, начинаем провязывать прибавки. Но я буду провязывать только 3 прибавки. Первый столбик, сюда же второй. Далее в следующий провяжем опять 2 столбика. Следующий столбик также делаем прибавку. И таким образом я завершаю ряд. В конце за следующий столбик я провязываю соединительный столбик. То есть у меня ряд получается не полный, но зато у меня круг получается нужного мне размера. Вы можете провязать круг до конца, тогда глаз будет шире. Также обрезаем нить, оставляя кончик для пришивания. Теперь осталось провязать пузико. Оно вяжется точно так же, как мы вязали в самом начале. Вяжем 4 ряда и в конце делаем соединительный столбик. Оставляем нить для пришивания. Берем зеленую деталь, прикладываем и начинаем пришивать.
Теперь приступаем к пришиванию деталей, и глаз у нас будет располагаться в 3 рядах от начала вязания, то есть 1, 2, 3, и вот таким образом начинаем пришивать. Мы его будем немножко еще наполнять. Подхватываем сначала деталь туловища, далее деталь глаза. В конце делаем узелок. То же самое делаем с другой стороны. Пришили. Теперь берем лапу и будем пришивать ручки. Для этого мы от глаза отступаем 2 ряда. Вот 1, 2, и начиная с 3 провязываем. И у меня здесь остается длинная нить, я ее вытягиваю из незакрытого отверстия. То же самое повторяем с другой стороны. Чтобы пришить нижние лапы, отступаем 3 ряда, 1, 2, 3, и начиная с 4 пришиваем. Берем нить черного цвета и начинаем вводить ее через отверстие наверх, оставляя вот здесь кончик, чтобы мы потом могли все это завязать. И нам нужно вывести иглу на уровне 5 ряда. 1, 2, 3, 4, 5 ряд, в конце 5 ряда. Отсчитываем 2 столбика, 1, 2, и заводим иголку. А выводим ее, также отступая 2 столбика в бок. А теперь обратно сюда, в середину, и выводим иголку обратно вниз. Сильно при этом мы здесь не затягиваем. И начинаем пришивать уже пузико.
теперь вот это кольцо нам нужно стянуть. Для этого прохожусь по стенкам петель. И вот такая лягушка получается. Если урок вам понравился, то не забывайте поддерживать его лайком и комментарием. Всем пока!